Дамы и господа, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Дамы и господа, дорогие друзья, прежде всего сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров. Вы приехали в Москву, чтобы разделить с нами радость праздника Победы над нацизмом, почтить память героев, спасших человечество. 9 мая – священная дата для нашего многонационального народа. В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу. Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять. Наши отцы, деды, прадеды совершили подвиг, величие которого никогда не померкнет. Они шли на смертный бой за свою страну, за свой дом, за право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, говорить, думать на родном языке, воспитывать детей в своей культуре и традициях. Мы не забудем и наших союзников, и товарищей по священной борьбе. О том, что к победе вели общие усилия народов Европы, США, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона. Сплоченность, воля и отвага солдат и офицеров антигитлеровской коалиции, бойцов сопротивления и участников национально-освободительных движений, партизан и подпольщиков. Май 1945 года открыл путь к новой архитектуре глобальной безопасности, к созданию ключевого международного института – Организации Объединенных Наций. Наш долг перед поколением победителей – в полной мере использовать ее громадный потенциал. Повторю, сегодня, когда идет становление более справедливого миропорядка, востребованность и значение ООН вновь возрастают. Важно и далее укреплять ее центральную координирующую роль в мировых делах, обеспечивать четкое соблюдение зафиксированных в Уставе ООН основных норм и принципов международного права во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. Об этом, в частности, шла речь на прошлогоднем Казанском саммите БРИКС, в котором участвовали многие присутствующие здесь главы делегаций. Праздник 80-летия Победы собрал в Москве лидеров самых разных суверенных государств, представляющих самобытные модели политического, экономического и социального развития, различные религии, мировоззрения, цивилизации и культуры. И такое многообразие не разъединяет, а напротив обогащает, делает нас сильнее. Потому что в основе наших отношений и совместной работы общие ценности и устремления. Мы выступаем за справедливость и равенство, за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства, за согласие и взаимное уважение, за учет мнения и интересов каждого, за равную и неделимую безопасность для всех и призываем все мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем современности, к общей ответственности за будущие поколения. Уверен, что только такие подходы позволят обеспечить долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов Земли. Россия готова к такой созидательной совместной работе. Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за великую победу, за мир и благополучие, за вас, за наших друзей.